Allah senin belanı versin. Abi hayır. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Гнев, который Туфан Бей подавлял годами, выйдет из-под контроля, когда он узнает о великом предательстве, длившемся 15 лет. Узнав, что его жена вступает в запретную любовную связь с Мали, мужчиной, которого она называет своим кузеном, в его собственном доме, на его глазах, мир Туфана перевернется с ног на голову. Заряжая ружье, он почувствует не только гнев, но и усталость многих лет, травматический эффект обмана и огромное разочарование, которое он испытывает как отец. В этот момент, хотя Лейла и попытается успокоить Туфана, ее усилия будут напрасны, потому что вулкан внутри Туфан-Бея теперь будет готов извергнуться. Тот факт, что Мали и Нур годами продолжали эти запретные отношения, играя роль кузенов, приведет не только к любовному скандалу, но и к опустошению, которое разорвет семью на части. После того, как это предательство раскроется, Нур не сможет смотреть в зеркало и в глаза Джованну. Фальшивая семейная картина, которую Мали создавала годами, внезапно рухнет. Когда Туфан Бей пойдет в сторону Мали с оружием в руке, в его глазах отразится не только предательство, но и боль, вызванная этим предательством. Лейла вмешается и тронет сердце Туфана, сказав: «Не делай этого ради Джованна, оставайся его отцом, а не убийцей». Эти слова заставят Туфана на некоторое время остановиться, но волна ненависти, растущая внутри него, не утихнет так просто. Несмотря на то, что она пытается подавить свою ненависть ради Сивана, которого любит больше жизни, гнев внутри нее будет пробуждаться с каждой новой встречей. При первой же возможности он обрушит на Мали кулаки, повалит его на землю и потребует отчета за прожитые годы с помощью пощечин и пинков. Между тем, хотя Мали испытывает физическую боль, настоящую рану ей нанесут оскорбления от человека, которого она долгие годы считала отцом. Он попытается скрыть преступление, сказав: «Я был марионеткой Нура», но это ничего не изменит в глазах Туфана. Когда Лейла и Нур входят в комнату, гнев Туфана снова достигает своего пика. Особенно, если взглянуть на лицо Нур, то для Туфана будет неприемлемым тот факт, что она все еще дышит в этом доме. Ему снова захочется взять оружие и уничтожить эту парочку навсегда. Но в этот самый момент вмешаются господин Сельман и госпожа Хатидже. Сельман Бей будет суров со своим сыном, чтобы не потерять его. Хатидже Ханым не может больше этого выносить, она ударит Нур и сурово накажет ее за то, что она втянула ее в эту семью, которую они обманывали годами. В этом хаосе, когда раздастся выстрел, каждый испытает момент ужаса. Но тот факт, что никто не пострадал, шокирует всех. После этого инцидента Лейла и Мали поймут, что видео находится в руках Кадера, и что именно Кадер отправил видео Туфану. Мали не будет молчать после этого инцидента, и при первой же возможности он найдет Кадер и сотрудничавших с ней людей и потребует отчета. В это время Лейла не сможет сосредоточиться ни на чем, кроме мыслей о том, как спасти Джованна и как сохранить ему жизнь. Когда Сиван осознает серьезность своей болезни, он начнет от всего отказываться. Почувствовав дыхание смерти на своей шее, Сиван теперь устал от борьбы. Лейла, которая только что потеряла мать, будет опустошена, когда столкнется с возможностью потерять и Джованна. Он решит оказать ей моральную поддержку и постарается всеми способами помочь ей удержаться на плаву. Он готов пожертвовать собой, если это необходимо, чтобы Сиван сохранил надежду. Туфан Бей и другие члены семьи так и не узнают, что у Нур случился выкидыш. Когда Нур придет в особняк, она продолжит вести себя так, будто все еще беременна. Но эта ложь не будет долго оставаться скрытой. Потому что, чтобы сохранить жизнь Джованну, Туфан Бей предложит Нур и Мали завести ребенка. Это предложение, хотя и звучит ужасно, принесет некоторое облегчение совести Нур и Мали, поскольку они создадут шанс для Сивана. Им не составит труда принять это, поскольку они годами искали повод узаконить свои отношения. Но самые большие трудности в этом процессе испытают Туфан Бей и Ферда.
Никто из них не сможет стереть следы этого предательства из своих сердец. Сиван не простит их и даже не потерпит их помощи. Хотя Нур и Мали сожалеют об этом, в глазах Дживана они не будут прощены. Вот почему Лейла снова вмешается и постарается всеми силами спасти жизнь Дживана. Он попытается убедить ее со слезами, говоря, даже если придется поцеловать им руки, я сделаю это, пока ты жива. Сиван не выдержит слез любимой женщины и согласится на этот план, хотя это и трудно. Потому что он не захочет оставлять Лейлу и ее сестру Ипек одних. Выживание теперь будет не только его собственным, но и необходимостью выплатить им свой долг. Если у Нур и Мали будет ребенок, жизнь Дживана будет спасена благодаря этому ребенку. После этого процесса они предстанут перед судом и отправятся в тюрьму, чтобы понести заслуженное наказание за соучастие в преступлении. В этом трагическом, но вселяющем надежду процессе каждый персонаж столкнется со своим прошлым и испытает боль новой жизни, возникающей из этой боли. Семейные узы подвергнутся испытанию, и те, кто сумеет пройти по тонкой грани между любовью и ненавистью, в конечном итоге найдут свой собственный путь. Тень величайшей лжи, разносящуюся по особняку, больше невозможно скрыть. Правда о том, что Нур давно потеряла своего ребенка от Туфана, выйдет из темных углов, где ее молчаливо носили, и выйдет на свет. Ферда будет первым, кто осознает этот факт. Непоследовательность в поведении Нур и тот факт, что она никогда не испытывала физиологических изменений, которые должны происходить с беременной женщиной, заставляют Ферду сработать интуиция. И в конце концов он узнает эту великую тайну благодаря документу, который попадет ему в руки, или благодаря подслушанному им секретному разговору. Ферда не раскроет эту информацию сразу, поскольку она захочет собственными руками сформировать ход противостояния Нура. Если ему и предстоит потерпеть поражение, то это будет не просто правда, а контроль над временем всего происходящего. Вот почему он позволит Нур еще некоторое время продолжать играть роль надежды Дживана в особняке, притворяясь, что она все еще беременна. Но за этим терпением кроется план, сотканный из гнева. В тот самый день, когда Туфан Бей сделает Нур и Мали предложение завести ребенка, чтобы спасти Дживана, правда о выкидыше Нур выйдет наружу. Это будет момент, когда Ферда произведет большой фурор. При всех он посмотрел в глаза Туфану и сказал: «Ты понимаешь, на кого возлагаешь свои надежды», скажут. Затем он объяснит, что Нур уже потеряла ребенка, что она не беременна и что она всем лгала. В этот момент в зале особняка воцарится ледяная тишина. Рука потопа начнет дрожать. Мечта этого ребенка, которая была для него надеждой, исчезнет в одно мгновение. Это было бы не только потерей, но и большим предательством. Потому что Нур сделает то, чего мать никогда не должна делать, превратит нерожденного ребенка в доспехи своей лжи. Туфан Бей будет кричать от гнева, а с другой стороны, он будет смотреть на стену со слезами на глазах. Несмотря на всю эту боль и предательство, все построенные планы рухнут, как будто это был всего лишь сон. Но с другой стороны, он будет знать, что у Сивана все еще есть надежда выжить. Вот почему он будет действовать разумно, даже если это ему не по душе. Он скажет Нур и Мали: если вы все еще хотите что-то сделать для Дживана, на этот раз вам действительно нужно родить ребенка. Эта фраза упадет с крыши особняка в ваше сердце, как лед. Нур в этот момент просто будет стоять там. Он отведет глаза и склонит голову, но ни разу не взглянет на Мали. Мали будет колебаться между гордостью и негодованием из-за этого предложения. Для него Нур будет уже не любовью, а обязательством. В этот период, когда он осознает, что то, что он годами считал любовью, на самом деле было манипуляцией и использованием, он не захочет снова становиться частью планов той же женщины. Но когда на карту поставлена жизнь молодого человека, лежащего перед ней, она не посчитает себя вправе сказать «нет». Как только это решение будет принято, все изменится. Для Нур и Мали теперь быть вместе будет больше похоже на обязанность, чем на эмоциональную связь, которая была у них в прошлом. Их отношения больше не будут основаны на любви, а на искуплении. Даже если они поймут, что их не любят, глядя друг на друга, им придется взяться за руки ради жизни. Эта ситуация станет большим испытанием и для Лейлы.
Каждую секунду, которую она будет молчать ради того, чтобы Сиван мог жить, она будет отнимать частичку его сердца. Но она всегда будет скрывать свои слезы от Сивана. Потому что Лейла будет знать, что ей нужно быть сильной. «Неважно, здесь я или нет, пока жив Сиван», — скажет он. Потому что его любовь не будет эгоистичной, но будет любовью, основанной на сохранении. Когда Сиван узнает об этой ситуации, его мир снова рухнет. Когда он узнает, что Нур потеряла ребенка и что Нур и Мали должны снова воссоединиться ради нового ребенка, он впервые испытает сильный упадок сил. Последние крупицы доверия в вашем сердце исчезнут. Но Лейла, как всегда, будет его светом. «Если понадобится, я даже буду держать их за руки, чтобы вы могли жить», — скажет он. И это слово поднимет Сивана на ноги. После этих событий Туфан Бей станет другим человеком. Вместо решений, которые до сих пор принимались под влиянием гнева, теперь он станет более серьезным и стратегическим, руководствуясь любовью к своему ребенку. Чтобы сохранить жизнь Сивану, не из злости, мести или боли, если необходимо, он даже будет готов уничтожить гордость всей своей семьи. С этого момента война каждого героя истории будет разрастаться внутри него самого. На этот раз Нур действительно попытается забеременеть, но каждую ночь она будет задавать себе один и тот же вопрос: этот ребенок – искупление или спасение? Финансы застрянут между повторным использованием и гуманностью. Сивану предстоит пройти суровое испытание, выбрать между жизнью и прощением. Лейла же станет настоящей героиней этой истории, согласившись стереть себя ради своей любви. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.